Так, продолжаем делать елочку. Прежде чем продолжить, предлагаю сначала украсить елочку. Так как у нас это будет магнитик на холодильник, то я решила украсить таким вот пайетками блестящими. Поэтому сейчас будет очень удобно вышивать. Это длительный процесс, я думаю, с которым вы абсолютно справитесь сами. Украшать магнитик буду пайетками. Вот такая елочка у меня вышилась. Такая яркая. Теперь продолжаем оформлять. Вырезали треугольничек из картона по ширине елочки. И к этому картону мы прикрепляем проволочку. Вот так. И теперь вставляем так, чтобы, видите, приклеивали так, чтобы кончик не выступал за края. Можно, кстати, заделать еще. Сразу не додумалась. Чтобы она не кололась. Вот так. И теперь вставляем. Видите, у нас кончик не выходит. Так, вставили мы картонку. Теперь будем соединять две части, вместе связывать. Так как у нас было 36 столбиков, значит нам нужно провязать вместе ориентировочно 18 столбиков без накида по краешку. Так, теперь делаем, довязали вот этот соединительный ряд, делаем 3 воздушные петли, разворачиваем и теперь в каждый столбик вяжем
3 столбика с накидом. Продолжаем. В конце ряда вяжем 3 воздушные петли. И соединительным столбиком заканчиваем. И обрезаем ниточку. Потом ниточку прячем. Вот такая елочка. Здесь мы загибаем хвостик. Если вы хвостик хотите побольше, вы, естественно, можете делать не 7 рядов там вязать, а больше. Такой хвостик. И вот она, наша елочка. Сейчас мы еще сделаем ствол. Вяжем ствол. Я взяла коричневую ниточку. И в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Так, второй ряд. Делаем 6 прибавок. В конце ряда у нас 12 столбиков. Третий ряд вяжем без изменений 12 столбиков. И теперь дальше мы провязываем еще. Можно посмотреть, какой длины вы хотите ствол. Можете короткий сделать, тогда еще 3 ряда. Можете подлиннее. В общем, у нас получится где-то 6-8 рядов. Смотрите сами. У меня получилось всего 6 рядов. Теперь складываем пополам. Можно немного добавить холофайбера, совсем чуть-чуть. Можно не добавлять. Я не буду, потому что елочка она такая более плоская. И теперь связываем обе части вместе. Оставляем ниточку для пришивания. Такой ствол. Теперь прикладываю с задней стороны и вот здесь пришиваю.
Так, ствол пришили. И теперь в зависимости от того, что вы хотите, магнитик или брошку, вы можете сюда пришить. Пришить либо застежку, либо приклеить... Ой, магнитик приклеился. Либо приклеить магнитик. Вот такая красота. И елочка, которая брошка. Можно ровную сделать. Можно загнуть хвостик. Так. Вот такие елочки. Что вы будете делать? Брошку или магнитик? Магнитик или брошка?